Новые правила въезда в Индию в 2022 году. Будем смотреть на сайте travelata.ru. Ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео. Указаны самые свежие новости. Какие страны открыты и на каких условиях. Здесь не только Индия, есть все страны, то есть список открытых стран и какие действуют правила. Сегодня нас интересует Индия. Стоимость от 102 тысяч рублей на двоих, это на 10 ночей, трехзвездочный отель с завтраком. Но более подробно можете посмотреть на сайте travelata.ru. А какие цены, популярные отели, выгодные туры есть, я вам покажу в следующем видео, поэтому подписывайтесь на канал. Когда лучше ехать? С ноября по март, то есть сейчас как раз сезон. Средняя температура плюс 30 градусов. Виза обязательно потребуется. Ограничения по въезду. Для въезда в страну всем туристам потребуется результаты отрицательного теста ПЦР. Также есть памятка по поездке в Индию. Давайте посмотрим. Накануне вылета могут меняться правила предоставления справок ПЦР и сертификатов о вакцинировании. Россия вошла в список категории А, список стран, с которыми правительство Индии заключило соглашение о взаимном признании сертификата вакцинации для лиц, полностью вакцинированных, национально признанный или признанный ВОЗ вакцины от COVID-19. Официальная информация доступна по ссылке. Также можете по этой ссылке посмотреть. Ссылка указана на сайте travelata.ru. Виза обязательно потребуется. Оформление по прилету недоступно. И, внимание, все туристические визы, в том числе электронные, выданные до 6 октября 2021 года, автоматически признаны недействительными и требуют повторного оформления. Просим заранее получать электронный проездной документ. На данный момент виза в паспорт не оформляется консульством. Срок действия паспорта не менее 6 месяцев с даты начала поездки. Формат визы электронное разрешение Е-турист выдается сейчас сроком на 30 дней, строго для однократного въезда. Срок оформления от 4 календарных дней. Стоимость на данный момент оформляется бесплатно. Оплата консульского сбора может быть введена в одностороннем порядке без предварительных уведомлений. В этом случае оплата будет производиться за счет туриста. Предварительная стоимость около 40 условных единиц плюс комиссия. Особенности оформления. Строго самостоятельное оформление. Время заполнения анкеты около 20 минут. Постоянно проживающим в Российской Федерации, за исключением Ленинградской области, включая Санкт-Петербург, оформление производится по ссылке. Ссылка также указана на этом сайте. Постоянно проживающим в Ленинградской области, включая также Санкт-Петербург, области Псковскую, Мурманскую, Архангельскую, Новгородскую республики, Коми, Карелия, оформление производится по ссылке. За детей визу оформляет один из родителей. Инструкция по оформлению электронного разрешения доступна также по ссылке. Допуск на рейс, электронная декларация Air Suvidha. Для получения декларации следует пройти по ссылке. Срок подачи запроса за сутки до вылета. Время оформления от нескольких минут до 1 дня. Форма получения электронная декларация. Рекомендуем сохранить в мобильном устройстве. При любых корректировках полетной программы следует оформить декларацию повторно. За детей декларацию оформляет один из родителей. Без действующей декларации туристы не будут допущены на рейс. По прилету необходимо наличие приложения. Ссылки для скачивания также есть на этом сайте. Инструкция для оформления доступна по ссылке. Вакцинированным туристам потребуется электронный сертификат с QR-кодом, оригинальная справка ПЦР до вылета и повторное платное тестирование по прилету. Одобренные вакцины «Спутник В», рекомендованная вакцина, нет утвержденных данных по ограничениям вакцин. Требования к сертификату. Электронный сертификат с обязательным QR-кодом, полученный с портала госуслуги, на английском языке должен содержать в себе данные заграничного паспорта и подтверждать ввод 2 доз препарата не менее чем за 15 дней до въезда в страну. Рекомендуем учитывать ввод доз вакцины не менее чем за 16 дней до въезда. Срок действия ПЦР не ранее, чем за 72 часа до вылета. Срок в 72 часа теста отсчитывается от времени и даты забора биоматериала, а не от даты получения. Время и дата указываются в справке, это обязательно.
Требования к ПЦР. Оригинальная справка строго с QR-кодом на английском языке должна обязательно содержать в себе данные заграничного паспорта и включать формулировку РТ-ПЦР. Адреса клиник с услугой ПЦР для вылета просим уточнять самостоятельно. По прилету все туристы от 5 лет должны пройти платное тестирование ПЦР. Стоимость теста 4000 рупий, это примерно 3800 рублей. Дети до 5 лет освобождены от прохождения ПЦР-тестирования до вылета и по прилету также. Дети от 5 до 18 лет, прилетевшие с отрицательным тестом ПЦР совместно с полностью вакцинированными родителями, освобождены от прохождения карантина для невакцинированных. Авиакомпании и пограничные службы вправе потребовать оформления теста ПЦР на общих основаниях до вылета, так и на обратном пути следования без предварительных уведомлений. Оплата производится за счет туристов. Образец электронного сертификата с портала госуслуги доступен по ссылке. Если у вас нет, можете также посмотреть. Травелата предлагает скидку 10% по промокоду Травелата. Это кто проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Сдать тест можно, не выходя из дома или офиса. Также после оформления тура каждый турист получит скидку 20% на ПЦР-тесты от Гемотест. Сдать тест можно в любом удобном для вас офисе. Скидка предоставляется на сам анализ без услуги взятия. Скидка не распространяется на экспресс-тесты за 15-30 минут. Еще раз напомню, ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео. Если вы переживаете, что ваш ПЦР-тест окажется положительным, то вы можете приобрести медицинское страхование «Отмена поездки плюс». Кстати, я сама лично оформляла эту страховку. Это примерно получается 2-3% от суммы поездки. То есть сумма там небольшая получается. Невакцинированным туристам въезд ограничен 7-дневным карантином, справкой ПЦР до вылета и повторное платное тестирование по прилету. Налог на проживание отсутствует, не исключены депозиты в отеле. Карантин для невакцинированных. Страна пребывания в любой момент может потребовать соблюдения карантина без предварительного уведомления. Правила въезда предварительные и могут дополниться по факту вылета. Авиакомпания вправе запросить дополнительные справки ПЦР на любом из маршрутов перелета в дату начала тура и на обратном пути в Российскую Федерацию. Накануне вылета очень важно самостоятельно проверить детали и условия правил полета на официальных сайтах авиакомпании. В мире COVID-19 информация может меняться в одностороннем порядке. Важно, чтобы на дату вылета были в наличии актуальные документы и допуски. Транзитным пассажирам, в том числе с длительными пересадками в других странах, может потребоваться дополнительное оформление въездной визы и повторное оформление тестов ПЦР. Прибывать в аэропорт необходимо заблаговременно, но об этом уже мы все знаем, всем пассажирам с учетом, что рейсы могут вылетать раньше положенного времени или задерживать время вылета в довылетной зоне аэропорта. Но об этом вам Травелата в любом случае сообщит. По возвращении в Российскую Федерацию. Правило возвращения в Российскую Федерацию направляется с документами по туру и всегда доступно по ссылке. То есть вам на электронную почту придут документы, либо можете на сайте посмотреть. Иностранным для Российской Федерации гражданам может потребоваться длительное оформление визы в зависимости от страны вашего гражданства. Запись посольства и оформление визы производится самостоятельно. Основные правила въезда в Российскую Федерацию доступны по ссылке на сайте Травелата. При существенных изменениях и корректировках правил въезда информация станет доступна на сайте Травелата и в приложении. Желаем вам крепкого здоровья и хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Жду ваших комментариев. До скорой встречи. Всем пока.